Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с политологом, философом Александром Морозовым. Александр, добрый день. Татьяна, добрый день. Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает. Подписывайтесь на соцсети Александра, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Ну и желаем вам хорошей недели. Александр, столько событий произошло за последний месяц, с тех пор, как мы с вами последний раз общались. Ну и, конечно, наверное, самое яркое – это снятие Байдена с предвыборной гонки, предложение Байдена выдвинуть Харрис. И я так понимаю, что, по-моему, такого не происходило раньше в американской истории. И насколько вы считаете, такие решения помогут демократам победить? Ну, видно, что мы пока не можем ответить на этот вопрос. Видно только, что снятие Байдена улучшило положение демократов и создало проблемы для штаба Трампа. Но эти проблемы, во-первых, штаб Трампа может, так сказать, решить, попытаться решить каким-то образом. И сейчас уже вопрос не в том, что Байден снялся, а в том, как будут развиваться дебаты между Трампом и Харрис, кто будет заявлять и какие фигуры внутри своих команд, потому что большое внимание сейчас уже просто к составу команд и Трампа, и Харрис, и, соответственно, к тому, кто окажется на ключевых постах в будущей администрации. Этому придается большое значение этой американской гонке, разумеется, но надо подчеркнуть, что с моей точки зрения, конечно, надо помнить, что американские выборы имеют разное значение для разных стран и для разных регионов. То есть и та внутриполитическая американская тематика, которая важна для самих американцев, она в Европе имеет другое значение совершенно. И для Европы, скажем, для Центральной Европы, это все имеет еще свое собственное значение. Для Франции третье. У каждой из европейских стран имеется долгая история взаимодействия, такого стратегического взаимодействия с Соединенными Штатами. Вот, поэтому я бы сказал так, что если посмотреть глазами из Центральной Европы, то я бы сказал, что не так важно, кто окажется в Белом доме, а скорее важно, будут ли сохранены и поддерживаться, и как будут видоизменяться длинные стратегические линии, которые в американской политике часто, становясь институциями, действуют потом много-много лет. То есть, попросту говоря, скажем так, если брать такой дальний пример, то, скажем, там санкции, вызванные поправкой Джексона-Веника, они, так сказать, действовали в течение нескольких десятилетий, и даже когда уже ситуация изменилась. Ну, вот такая же ситуация во многом вокруг Центральной Европы, потому что мы видим там несколько эпизодов. Там. Один эпизод существенный, то, что Орбан во время избирательной кампании из Венгрии поехал и побывал в Соединенных Штатах, встретился с Трампом, там, скажем, важна дискуссия, которая видна, очень активно началась дискуссия вокруг перспектив войны. И здесь не только там появились документы достаточно важные, то есть это и документ предложенный. Это вы про план Помпео Да, Урбана и про предложение Бориса Джонсона, наверное, да? и Борис Джонсон, плюс еще есть бумага довольно развернутая бывшего посла, представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Это такой американский дипломат с большим опытом переговоров по мирному урегулированию. Это такой Халил Зад, его фамилия. Он сам афганец по происхождению биографически, но он статусный американский дипломат. Он участвовал и в переговорах в Ираке, и в переговорах в Афганистане и так далее. Скажите, а насколько вот эти планы, они реально близки? Ну, окей, мы даже сейчас не будем говорить про Харрис, хотя, конечно, после смены Байдена на Харрис, наверное, у них сильно выросли их шансы. Но, например, если мы говорим про Помпео и Джонсона, насколько эти планы реально близки Трампу? Мы не знаем этого пока, и мы узнаем это только, я думаю, 10 сентября в ходе дебатов Трампа и Харрис, где будут задаваться вопросы по широкому кругу тем, и, несомненно, будут вопросы по тому, как видит Трамп и Харрис, как они видят
дальнейшую ситуацию вокруг российско-украинской войны и чем должна завершиться российская агрессия, какой формой переговоров. И тут мы только тогда мы увидим. Мне кажется, сейчас надо смотреть на эти документы, как и на многое другое, как на элемент предвыборной риторики. И тут надо очень осторожными быть, потому что даже то, что скажет Трамп или Харрис в ходе предвыборной кампании, это надо воспринимать как риторику, которая еще не принимает характеры институциональных решений. То, какой будет политика в отношении войны, что, конечно, очень важно и для всех нас имеет большое значение, это будет видно только после того, как будут сформированы администрации. Так что я бы сказал так. Важная дискуссия, которая идет, потому что в ходе этой дискуссии прощупываются, так сказать, возможные решения. Да? То есть, и даже не столько решения, сколько взвешиваются балансы какие-то. То есть, если сделать так, то будет так. Если так, то так. То есть, это такая аналитика своего рода. Только аналитика людей очень опытных и хорошо понимающих определенные границы возможностей. Так что, но аналитически все это очень важно. Потому что, скажем, текст, который написал Халилзад с позиции такого традиционного миротворчества, он показывает этот текст, насколько не просто сложно, а невозможно из сегодняшнего момента перейти к, скажем, каким-либо мирным переговорам. Текст Помпео показывает, что можно предложить схему, так сказать, более жесткого давления на Путина с намерением сломить Кремль, но при этом будет видно, что не все идеи в этой сфере являются реализуемыми или реалистичными. То есть, или точнее, они могут привести к результату, а могут и не привести. Ну, подождите, а что вы считаете нереалистичным в плане Помпео? Освободить энергетический потенциал США, что улучшит американскую экономику, подстегнет ее и понизит цены на энергоносители. Это хорошо сработало с Советским Союзом, это, в принципе, хорошая идея. Возобновить связи с Саудовской Аравией и Израилем, чтобы вместе работать против Ирана, это стабилизирует Ближний Восток, опять-таки улучшит ситуацию на энергетическом рынке и вытеснит Россию оттуда. Использовать против России реальные санкции, на бумажные, которые делает Байден, как подбрасывает Помпео, так сказать, дров в сторону Трампа. Например, Министерство финансов США исключает российские банки из санкционных списков, если их транзакции связаны с поставлением топлива, энергетических продуктов, так сказать. Таким образом, Америка, получается, финансирует кремлевскую военную машину. Подтолкнуть американский оборонный комплекс, показать противникам России и Китаю, что они не смогут конкурировать по возможностям с США. В конце концов, экономика России меньше экономики Техаса. Реанимировать НАТО, увеличить членские взносы до 3% от ВВП, сделать программу ленд-лиза на $500 миллиардов, дать любое оружие, которое поможет украинцам добиться победы как можно быстрее, как это сделала Британия во время Второй мировой войны, и убрать все ограничения на использование американского оружия по российской территории, там, где это необходимо, чтобы побыстрее, опять-таки, закончить войну. А что тут нереалистично? 500 миллиардов? Нет, дело не в этом. Здесь мне надо сказать, что мне здесь в этом плане все нравится. То есть, во всяком случае, если представить себе, что в этом направлении двинулась американская политика, то будет, конечно, очень это плодотворно с точки зрения именно передавливания и разрушения путинизма. Так что здесь, во-первых, надо сказать, что это все звучит очень хорошо, и это первый момент. Второй момент, строго говоря, там ничего не реалистично, ни один пункт из этого. Значит, кроме, возможно, ленд-лиза. Первый момент. Надо понимать, что политика США, какой бы она ни была, она не может регулировать глобальные цены, в том числе и на энергоносители. И никогда не могла этого делать и не сможет. Это вопрос рынка. Американская политика или любая другая политика может качнуть цены примерно, скажем, на 2-3 месяца. Надо сказать, что путинизм сильно адаптирован к качке цен на что-либо. Условно говоря. Надо помнить, что путинизм пережил глобальный экономический кризис 2008 года.
который, как предполагалось, должен ударить по ряду слабых экономик, в том числе по России. Значит, поэтому, во-первых, как бы Вашингтон не в состоянии ничего сделать с этими ценами. При этом кризис может случиться, конечно, энергетический кризис сам по себе, и он нанесет тяжелый удар по российской экономике, возможно, повлияет на исход войны и так далее. Второй момент, значит, Украине можно дать все оружие, которое требуется, но, во-первых, Венс уже, так сказать, Венс уже публично сказал о том, что это большая программа, то есть Соединенным Штатам потребуется несколько лет для того, чтобы произвести то количество оружия, которое можно дать Украине, и вообще в эту войну, как бы встроить в эту войну. Этого оружия нет. То есть план хороший, но это надо понимать, что это план, рассчитанный еще на 3, 4, 5 лет развертывания. То есть нельзя связывать с ним. Я хочу подчеркнуть, что мне нравится этот план. Но просто надо понимать, что это план, который будет развертываться 4-5 лет. И, собственно говоря, все остальные элементы, они хороши. Они представляют собой форму такого обозначения Кремлю, что с ним будет, если, так сказать, Кремль не свернет войну, просто говоря. Я не знаю, произведет ли этот план впечатление на Путина, на мой взгляд, нет. То есть Кремль, читая этот план, примерно будет так вот себе смотреть на вещи, как я сейчас формулирую. То есть он будет считать, что ленд-лиз возможен, но ленд-лизом американцы отдадут Киеву, значит, условно говоря, не 40 комплексов «Патриот», и даже не 4 комплекса «Патриот», а в рамках ленд-лиза отдадут очень много джипов, военных джипов, которых много, попросту говоря. А «Патриотов» мало, и надо их производить еще лет 5. И это первое. Второе, что там, что касается обрушения рынка нефти, там это очень хорошая вещь, но только с точки зрения дальнейшей борьбы с теневым флотом, Я извиняюсь, просто вот это последний пункт о том, что убрать все ограничения на оружие, которое может использовать и получать Украина, это говорит о том, что это будут не джипы и не патриоты, а томагавки. Томагавки, да. Значит, Кремль готовится к этому, это важно. Они вроде даже какие-то заводы начали за Урал переносить. Да-да-да, безусловно. Кремль готовится к этой войне, он готовится не только к тому, что Украина получит томагавки, но к размещению ракет средней дальности в Европе американских, что почти неизбежно в длинной перспективе. Просто надо понимать, что бумага Помпео стратегическая, она рисует перспективу, результат которой мы увидим через 5-7 лет, попросту говоря. Вот, значит, почему я к этому отношусь с интересом, но осторожно. Главное не разгоняться в ожиданиях того, что все, что написано в этой бумаге, произойдет быстро. Я видел реакцию подалека, то есть реакцию офиса, который тоже сказал, что хороший план. Но будет ли его Трамп реализовывать, вообще мы просто не знаем этого пока. И будет очень опасная ситуация, я над ней думал как раз вчера и даже хотел написать на эту тему текст, что если эта бумага не будет никак реализовываться, а скорее всего на 80% она не будет реализовываться, то она останется в политической истории, то будет чрезвычайно, через 5-7 лет будет чрезвычайно плохая ситуация, потому что как бы эта бумага, если ее не исполнять, она заложит долгосрочную оценку позиции Запада как провальную в этой войне. Вот. И это, конечно, с длинной стороны плохо. То есть, грубо говоря, есть такие вещи, которые, если ты их называешь, надо делать. Если ты их не делаешь, то ты тем самым оказываешься лузером, ты проигрываешь. Очевидно, что ну, как бы нельзя написать бумагу, которая не будет выполняться на старте борьбы, так сказать, с гитлеризмом, условно говоря. То есть надо либо это делать, либо ты потерпел поражение. Слушайте, да, мы бы сейчас были благодарны даже за один пункт, да, вот разрешение нам использовать оружие, даже полпункта. Разрешение нам использовать имеющееся оружие по российским военным аэродромам, которые кабами бомбят наши города приграничные. Да, это надо понимать, что это необходимое решение, которое уже давно переназрело и вызывает только удивление. Но значит, полностью поддерживаю это решение. Я, так сказать, себя сам спрашиваю как аналитик, каков будет на это ответ Кремля. Я сейчас говорю не о ядерной войне, это все кремлевская риторика, не имеющая большого значения в реальности, сейчас во всяком случае.
А что будет дальше как бы с развертыванием этой войны? То есть, Не, они, скорее всего, просто переведут самолеты свои на более дальние рубежи, увеличив вот это вот плечо подлета, так сказать. Ну, понятно, что они бомбят наши города вне зависимости от того, бомбим мы их аэродромы или не бомбим мы их аэродромы. То, что мы бомбим их аэродромы даже вот этими маленькими нашими дронами, ну, я имею в виду маленькими с точки зрения взрывчатого вещества. Да, ну мы там уничтожаем какое-то количество их самолетов. Вот вроде говорят, что там Дягилево, Леня, вроде даже какие-то тушки уничтожили. Вот эти, которые самые страшные, которые дальние ракеты, неточные и сильно разрушительные несут. Но просто если бы мы могли их действительно уничтожить в значительном виде, это явно ну, это означало бы значительное облегчение как минимум для наших приграничных городов, вот прифронтовых городов, которые просто вы не представляете себе. Вот пример живой, Харьков. Его 2 года бомбили С-300, переделанным С-300. Так небольшие на самом деле ямы от прилетов, где-то в глубина 3 метра, ширина там до 7 метров. Но все равно, когда их летит, а у России же этих С-300 переделанных ракет очень много. Бомбили вот Николаев, я видела, просто ездила по Николаеву и наблюдала, и Харьков так бомбили. Пока от Николаева не отогнали россиян, а Харьков, куда же там отгонишь? Граница рядом, Белгород в 50 километрах, в 60. Соответственно, их бомбили. Когда вот началось это контрнаступление, русское, вернее, наступление очередное на Харьков, и начали выбивать российские ракетные системы, которые бомбят Харьков, теперь С-300 не прилетает, но прилетают кабы. А кабы это аэродромы. А аэродромы это, ну, минимум, там, не знаю, 150-200 километров. И, конечно, мы дронами делаем все, что можем, 5 аэродромов за последние 4 дня, но нужны ракеты. Да-да, нет, это важно, это будет развертываться. Я, кстати, считаю, что ну, там, независимо от того, как это сформулировано в бумаге Помпео, но целая линия дальнейших действий, долгосрочных, со стороны американской и европейской, так сказать, политической системы, они, мне кажутся, совершенно неизбежными. И в частности, во-первых, действительно, снятие ограничений по ударам по российским там местам базирования и самолетов, и ракетной техники, и систем ПВО, которые участвуют в этой войне с российской стороны, это неизбежно будет. Точно так же, как я думаю, что будет двигаться линия блокирования портов российских и борьба с этим, с этой транспортировкой не только нефти, но и многого другого, и в целом как бы. Точно это будет... Точно так же, как будут развиваться вся линия вторичных санкций, то есть она не отменится. Она не отменится ни при Трампе, ни при Харрис. Она будет существовать. И в этом плане мне кажется, что ленд-лиз, мне кажется, он очень близок. То есть тоже независимо от того, какую форму он примет, то есть какой объем этого будет и какой объем возможен. Но мне кажется, что дело в том, что, понимаете, тут в чем проблема, что когда об этом думаешь, что, так сказать, плохая новость заключена в том, что все это будет долго. И что развертывание ленд-лиза это важная вещь, но примерно как сравнивая с той войной, в которой он был, надо сказать, что результаты ленд-лиза, они, так сказать, изменят ситуацию через 2 или 3 еще года войны. Я это говорю не к тому, что, значит, надо от этого отказаться и ориентироваться на какой-то воображаемый мир, который абсолютно невозможен в нынешней ситуации, а к тому, что не следует обольщаться о быстрых результатах как бы, того, что может сделать ну, следующая администрация США. А вот про следующую администрацию. У меня тут Юрий Рашкин сказал, ну, он симпатизирует, как вы знаете, демократам. Мы как раз писали, ну, делали это интервью, когда еще было не совсем понятно про выдвижение Харрис. Ну, на самом деле оно еще тоже непонятно, мы должны дождаться съезда в августе. Да. Но, тем не менее, Байден в конечном итоге заявил, что он ее поддерживает. И у него, конечно, была такая фраза, что даже собачка от демократической партии может выиграть у Трампа, потому что уровень ненависти настолько, ну, ненависти, которая распространяют трамписты, по его мнению, настолько сильный, что это будет протестное голосование, что люди будут бояться Трампа и голосовать, соответственно, там, за ту же Харрис. Не знаю, на самом деле, как будет. Мы уверен в то, что граждане Америки сделают правильный выбор. Но ваше мнение, насколько Харрис будет хороша для Украины? Какие будут ее предложения, как вам кажется? Мне кажется,
Просто Мне сказали, что они будут подобны, но я от нее не слышала подобных планов. Но я слышала, что она говорила о том, что нужно дать оружие и бить по территории Российской Федерации, там, где ну, находятся во-первых, военные объекты. да-да-да, я не буду тут как бы каких-то спекуляций, поскольку мы не знаем, оппозиция скоро будет заявлена. Можно сказать одно. Ну, во-первых, и Украине, и, так сказать, всей Центральной Европе, да, придется работать с теми, кто поддерживает Украину. Неважно, будет это республиканская администрация или демократическая. Среди республиканцев, в отношении республиканцев существовала, так сказать, мифология того, что Трамп пойдет на сделку там, с Путиным и так далее. Но мы всегда говорили, что, посмотрите, есть, так сказать, МакКоннелл, есть Рубио, давайте будем помнить о Маккейне, среди республиканцев там Линдси Грэм и так далее. И это мы говорим только о публичных крупных фигурах, но есть масса республиканцев, которые четко стоят на позициях там, неприемлемости Путина, полного на том, что Путин преступник. И надо с ними работать, и они будут иметь влияние. Точно так же с демократами. Если останутся демократы, то есть хороший задел. Задел этот заключен в том, что демократы хорошо отреагировали политически на путинское нападение на Украину. Они все-таки выстроили там линию санкций, выстроили линию там, военной поддержки Украины, то есть создания глобального альянса. Если бы на мой взгляд, если бы не администрация Байдена, то, как она действовала, то глобального альянса могло бы не быть. Потому что европейские страны многие могли бы, и не только европейские, но тем более страны Азии или Африки, сказать, это региональный конфликт, и не наш вопрос, и мы вообще не будем участвовать в поддержке Украины никак. Администрация Байдена это сделала. Администрация Харрис, я считаю, будет продолжать те линии, которые созданы при Байдене. В этом смысле слова. Она точно будет наращивать экономические санкции против Москвы. Она точно будет держать линию поддержки, финансовой поддержки Украины, это несомненно. И она, эта администрация, конечно, не пойдет на компромисс с Кремлем, который бы читался как поражение. Что касается администрации Трампа, то у меня ровно такое же ощущение, что несмотря на те заявления мощные, которые Трамп может сделать в ходе предвыборной кампании или его люди, надо внимательно посмотреть, а что они могут реализовать реально. То есть во внутренней политике США, наверное, Трамп может сделать многое. Но я буду ждать, во-первых, визита Трампа в Центральную Европу, потому что только, так сказать, прилетев сюда, когда он полетит, будет ясно, что он может сделать. Важный момент заключен в том, насколько я понимаю, что Трамп вообще не может встретиться с Путиным и не будет встречаться в течение всей своей каденции. Это технически невозможно. А почему? Так и, мне кажется, и Харрис не будет встречаться с Путиным. Да, и Харрис не будет встречаться, да. Это не будет встречи вообще. Почему? Во-первых, потому что раньше такая встреча была возможна на полях какого-либо большого международной встречи, там G20 там, или что-то подобное. Теперь Путин в этих условиях уже не летает и не полетит ни на какие G20 в ближайшее время. А саммит, то есть как бы буквально двусторонняя встреча, как она была там в какой-то момент, или планировалось, как сказать, Трамп приглашал Путина в Вашингтон в 2017 году. Ничем это, разумеется, не кончилось. Но здесь такая же история. То есть, возможно, конечно, новая администрация какие-то сделает символические заявления, но встречи не будет, вообще не будет. И таким образом никаких переговоров не будет ни для ни той, ни другой администрации. Как бы содержание переговорной позиции, оно теперь невозможно, оно определено этими заявлениями Путина, которые он сделал о целях войны. Так что я думаю так, не надо связывать, с одной стороны, слишком больших ожиданий с администрацией Трампа, если она будет, и в то же время не надо слишком радикально негодовать по поводу администрации Харрис, потому что американская политика, так сказать, может сделать то, что она может, но не может сделать, так сказать, ничего фантастического, попросту говоря. По поводу размещения томагавков в Германии, да, вот Путин уже заявил, что он будет отвечать зеркально,
В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными, но они, в принципе, и так себя считают свободными, на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Ну, я так понимаю, что грозятся через Тихий океан с подводной лодки, корабли, не знаю, там, какие носители они собираются там в Тихом океане использовать. Почему они так возбудились? Там же база на Сардинии, с которой тоже и самолеты могут взлетать, и, по-моему, корабли там себя тоже спокойно чувствуют. Но это же ведь вопрос политической реакции. То есть, надо, если смотреть со стороны Путина на все это, то очевидно, что если ракеты средней дальности начнут размещаться в Европе заново, как бы просто как политический жест Соединенных Штатов в этой войне, то несомненно, что Кремль наведет ракеты свои, так сказать, на Гамбург и на Франкфурт и сделает об этом публичное заявление. Для того, чтобы, так сказать, это же просто политическая борьба. Она неизбежна. А военные последствия всего этого – это совершенно отдельная вещь. То есть точно так же, как ядерный шантаж. То есть никто не ударит в ближайшие 20 лет, возможно, ничем ядерным. Так сказать, на стадии движения с горы, там, в этом смысле, в политическом отношении, и действительно, как бы, несмотря на всю свою мрачную природу и международное влияние, он, тем не менее, в этот период, именно мы его помним все хорошо, он как бы стремился снижать все время постоянно публично свою, так сказать, агрессивную риторику. И подчеркивал, что он не хочет войны и так далее. При этом он готовился к ней. У Путина, конечно, другая логика. Путин подчеркивает готовность к войне. И, так сказать, вся кремлевская машина это делает. Независимо от того, насколько они готовы к этому. Но надо сказать, что игра на повышение ставок не связана никогда, и она и в советское время была с реальными возможностями. Соединенные Штаты не знали точно, так сказать, может ли тогдашний Кремль нанести тот удар, о котором он говорит. И такая же ситуация и сейчас. Я думаю, что есть определенного рода последствия действий Кремля, которые реально пугают всех. Но в состоянии ли Кремль осуществить эти действия, никто не знает. А если он способен их осуществить, то надо быть к этому, так сказать, готовым, что и делают, несомненно, генеральные штабы европейских армий. Как бы, и поэтому я думаю, что политика не может быть сегодня... Она не может сегодня руководствоваться дальше каким-либо страхом перед путинскими угрозами. Потому что если это будет, ну и, собственно говоря, администрация Байдена не раз это подчеркивала, я думаю, что любая следующая администрация США будет стоять на этом важном пункте. Она будет стоять на том, что какие-либо угрозы со стороны Путина и Кремля, они не могут быть ориентиром в дальнейшей политике, потому что если принять эти угрозы, то это означает в данном случае не просто пойти на так сказать, мирные переговоры и компромисс, а это означает смириться перед циничным злом, которое, ну, собственно говоря, бросает вызов в лицо, действуя не в направлении переговоров, а действуя в направлении дестабилизации всего-навсего. Так что это особенно четко будет, мне кажется, сейчас после того, что Путин сформулировал эти четыре пункта окончания войны. Это, мне кажется, очень позитивный факт, то, что он это сделал, потому что до этого существовало вот это маневрирование бесконечно, что, а может быть, Кремль вот так вот хочет, а может быть, вот так, а давайте, значит, будем как-то искать подходы, давайте попытаемся прояснить позицию Кремля. Теперь она четко заявлена, и эта позиция, она абсолютно нереалистичная с точки зрения диалога какого-либо. И это неплохо на самом деле, потому что это заставит сейчас и Европу, и Соединенные Штаты, да и не только их, но и Китай, на мой взгляд, и Индию, очень как бы четко дальше ориентироваться в сценариях войны. Да, Кулеба съездил, кстати, в Китай, а Моди приезжает в Украину. Премьер Индии. Ну, мы позже об этом поговорим, потому что у нас еще есть несколько вопросов до этого. Аресты, депортации шпионов РФ в ЕС. Это слабость Запада или, наоборот, сила? Сила, безусловно, да. Но тоже не надо здесь преувеличивать силу. Это просто меры безопасности, которые принимаются. Надо иметь в виду, что ж преувеличивать? Человек сам напивался и в самолете устраивал скандал, дебош и говорил, что он агент
ФСБ или ГРУ, Ну я да. уже не помню. Сам признавался в этом, и потом, вы знаете, он агент. И признали наконец-то западные спецслужбы. Ну и начали делать это, конечно, чаще, чем это было даже до 24 года, мне кажется. Да, мне кажется, собственно говоря, вот, ну, во всяком случае, если брать ну, большую группу европейских стран, то здесь сразу после 2022 года произошли очень там, массовые высылки, то есть предприняты меры безопасности большие в этой сфере. Массовые высылки дипломатов, сотрудников этих всех посольств. Что касается самих, там, ну, то есть не случайно уже сейчас как бы европейские спецслужбы занимаются не русскими как таковыми, то есть не российскими паспортами, а тем, как российские спецслужбы могут использовать прокси с другими паспортами, там белорусов, в том числе даже украинские паспорта. И это показывает, что как таковая сама по себе вот эта возможность действия прямо российской разведки, она сильно сократилась. Я это говорю не к тому, что надо понизить уровень меры безопасности. Нет, разумеется, они будут только наращиваться, очевидно, вместе вообще с наращиванием мер безопасности на восточном фланге НАТО в Европе. Но одним словом, здесь сейчас очевидно, что резко сократились возможности действия российской разведки. И, безусловно, кибершпионаж остается центральной как бы и базовой вещью и будет оставаться. И кибератаки, и кибершпионаж, да. Да, и кибератаки, и кибершпионаж, да. При этом все-таки это существенно очень, что подготовка покушения на главу Рейнметалла, она сейчас, конечно, вызовет и уже вызвала большие такие встречные меры. Я имею в виду не в смысле покушений на главу Ростеха, а в смысле как бы мер безопасности в Европе. Вот. И не случайно, поэтому мы читаем сообщения о задержании каких-то групп до того, как совершен реальный теракт. Вот. А зачем Чемизова-то убивать? Они же, знаете, да, они НПЗшникам, ну, нефтяной отрасли, они сказали, что вы должны относиться к системе ПВО у себя на заводе как... Вот у вас есть система пожаротушения, например, да? Вот это еще одна из систем безопасности, поэтому это дорого, проект очень дорогой, система дорогая, но приходите, платите ваши денежки, и все у вас получится. И до сегодняшнего дня НПЗ как горели, так и прекрасно горят. Ну, Да, да. что, кстати, немножко мешает на фронте именно продвижению с бронетехникой. Если вы знаете, последние штурмы, они после ударов кабами пешком. Это уже просто не мотострелковые батальоны, а стрелковые подразделения, которые принимают участие. Еще одно интересное, неожиданное событие. Туареги разбили колонну вагнеровцев в Мали. Что, во-первых, это означает для африканского континента и почему они предложили этих захваченных в плен вагнеровцев Украине? Для меня до сих пор загадка. Явно Украина не откажется, просто я не уверена, что у нас были дипломатические отношения с туарегами. Трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю тут деталей, почему они такой шаг сделали. Действительно, там, туареги воюют давно. У них репутация суровых повстанцев, одних из самых суровых повстанцев в настоящее время, ведущих подобного рода действий на планете Земля. Но я думаю, что непростая история. Дело в том, что надо все время понимать, что Кремль очень циничен. И сейчас, в данный момент, вагнеровцы не являются для, так сказать, политической этой верхушки Кремля чем-то важным, условно говоря. Мы же понимаем, что вагнеровцы это просто прикрытие. На самом деле это уже после смерти Пригожина. Это, в принципе, конкретно просто боковое подразделение главного разведывательного управления, сейчас называется, главное управление ГШ, да, с той же там штаб-квартирой в Молькино, с прямыми контрактами, просто заключенными через боковую фирму. И понятно, что для России никакие люди никогда не важны. Они готовы положить сколько угодно, где угодно. Так что если говорить вот об этом эффекте как бы всего этого, то для Кремля все это, конечно, я не знаю точно. Дело в том, что тут еще разгром Министерства обороны идет, как бы, и все этой как бы верхушки. Я думаю, что у Путина там и руководство собственной военной разведки находится под вопросом, под каким-то. И то, что там какие-то перемены должны быть и идут, наверное, кадровые. Но что касается этих погибших вагнеровцев, то
Мне кажется, важно здесь только то, что как будут страны Африки сами, там, руководство стран Африки, будет ли оно дальше сильно полагаться на русских, как бы охотно привлекая их дальше, как бы, или это все двинется дальше в пользу там этого африканского корпуса, французов и так далее. Э, Очевидно, что русские имеют именно в силу своей такой как бы низкой, какое слово-то выбрать тут точное, любые, то есть, короче, это дешевые наемники, дешевые по Ну, определению. Не в смысле низкий болевой порог, условно говоря. низкий болевой порог, да, скажем так, да. То есть эти наемники, вагнеровцы, всегда были готовы, что называется, воевать без медицинской страховки, попросту говоря. Вот. И в этом смысле слова, конечно, они привлекательные будут для Африки, пока это все не прекратится политическим образом. Следующий вопрос. Удары по аэродромам мы, в принципе, обсудили. 5 аэродромов за последние 4 дня, если я не ошибаюсь. Есть подтверждение и РЛС, ну, противоракетных систем, и вроде даже каких-то самолетов. Где, я понимаю, что НПЗ пытаются, так сказать, обелетить владельцев НПЗ, им ПВО пытается продавать Чемизов. Но где ПВО на аэродромах? Ну, Да, это же дроны, которые летят 400 километров или 300 километров в час. Они гудят, как мопеды. Ну, такие же, как вот по нам летят шахеды, соответственно, по России аналогично летят с таким же двигателем, с таким же шумом, с такой же приблизительной скоростью, с таким же количеством взрывчатки. Ну как-то, хоть военный аэродром это можно было бы? на это пока нет ответа, понимаете, что тут можно сказать. Я думаю, что вокруг этого много обсуждений в Кремле, безусловно, всего этого. Несомненно, что Путин что-то требует, кто-то что-то делает. И вот этот пример того, что как бы отдельные предприятия сами себе должны обеспечивать антидроновую защиту, и даже если не брать военные аэродромы, а брать эти детские пионерские лагеря на территории Крыма, которые продолжают, значит, функционировать, в отношении которых тоже предлагается, чтобы Министерство, там, не знаю, культуры или образования само себе заказало туда антидроновую защиту. Конечно, это производит впечатление какой-то дикости, но тут даже трудно что-то прокомментировать и сказать, почему это так. Но несомненно, что это следствие той войны, которую Путин развязал, российское население, мне кажется, ясно видит, что Кремль не может ничего сделать с этим своим коридором, так называемым. То есть вот белгородские дети как вынуждены, так сказать, уезжать с территории Белгородской области сейчас, так они и дальше будут это делать. Там в марте я видел, было сообщение, что 9 тысяч семей белгородских, значит, откликнулись на то, чтобы вывести детей с территории. Так это и будет дальше. И это будет касаться всего, и в том числе и защиты каких-то военных объектов, и даже складов, и аэродромов. Но это мы хорошо видим, что это не останавливает намерения Путина, так сказать, вполне себе так психопатически дальше вести войну, делая вид, что для себя самого, как бы закрывая глаза на то, как она идет реально. Вот такой здесь можно сделать вывод сейчас только. Замедление Ютуба в Российской Федерации. Что, решили окончательно закрыть площадку? Когда вы думаете, это произойдет? В сентябре? Позже? Раньше? Ну, я имею в виду закрытие полное. Сейчас пока замедление, там процентов на 40-60 приблизительно. Ну, мне кажется, надо так смотреть уже тоже. Извините, я скажу нашим зрителям, что для граждан России мы специально в Телеграме начали выкладывать наши видео с трансляцией. Так что через несколько часов после трансляции на Ютубе оно будет всегда появляться в Телеграме. На мой взгляд, тут не может быть как бы пока другого сценария. Все движется в направлении, так сказать, такой информационной, четкой, очень информационной политики Кремля и культурной политики, идеологической политики, которая ведет к тому, что да, Ютуба не будет, и не только Ютуба. Кремль будет дальше как бы осуществлять чистки и в Телеграме, как бы и видно намерение Кремля четко разделить как бы свой-чужой, таким транспондером своего рода идеологическим всех. И те, кто чужой, они должны быть просто закрыты. И так это и будет. Эта перспектива ближайших будет развиваться 2, 3, 4 года, а дальше посмотрим, как это будет. Но во всяком случае, сейчас мы видим полную, так сказать, бескомпромиссность здесь со стороны Кремля, потому что последние 3 месяца непрерывное сообщение
о том, что тем, кто был объявлен иноагентами, теперь дают как бы уголовное наказание, там заочно какие-то гигантские сроки. Очень известные люди объявляются, там пианист Евгений Кисин сейчас объявлен иностранным агентом и так далее, и так далее. Создается система, окончательно закрепляется система, при которой любое сотрудничество с любой иностранной организацией может быть криминализовано, причем сразу уголовным преследованием и на большие сроки. Будут эти конфискации, которыми Кремль угрожает, это очевидно, для всех тех, кого он назначает своими противниками. Будет много анекдотичного, потому что, ну, очевидно, что Кремль готовится к тому, чтобы объявить там нежелательной организации, я не знаю, там Европейский парламент или там Volkswagen, Rheinmetall и так далее, кого угодно, попросту говоря. Ну, здесь нет пока другого сценария. Так что надо к нему быть готовым, надо на него смотреть широко открытыми глазами и так сказать, жить так сказать, в этой перспективе. За сегодняшнюю ночь вроде бы было, говорит Министерство обороны Российской Федерации, 39 дронов. С другой стороны, когда считать по регионам, получается 41. Тем не менее, загорелось 3 подстанции: Белгородской, Курской и Орловской, по-моему, области. Кроме того, говорится о том, что атаковали еще Брянскую, Ленинградскую, Воронежскую. И, по-моему, даже что-то было в Ростовской области. И повреждены подстанции. Вот вы знаете, да, на юге там тоже начались отключения света. Ну, мы-то тут с этим уже привыкли. У нас уже с 22 года все готово для переключения на альтернативные источники электричества, даже во время прямых трансляций. Но в России это все-таки впервые. Мы даже видели какие-то митинги. По-моему, в Краснодаре, да, где-то там вот на юге были митинги по поводу долгих отключений света. Как это вообще влияет на настроение? Так же будет влиять, как влияло начало обстрелов соседних пограничных российских областей. Будет сначала изумление у населения, почему это происходит, а потом адаптирование к этому. И это неизбежно. Поэтому то, что российское население сейчас сталкивается с последствиями того, что Путин сделал с украинской энергетикой, это очень хорошая, конечно, вещь. Она приближает, возможно, ситуацию к тому, чтобы политически какое-то решение было принято в Москве. Ну, что-то менялось бы дальше, не сейчас, так через 2 года. Потому что, ну вот Путин погрузит в результате там российское население действительно в блэкауты, благодаря успехам украинской армии. И что дальше, попросту говоря? Поэтому я думаю, что это все хорошо и важно, и хорошо было бы, значит, как я и сказал, хорошо было бы побыстрее заблокировать порты, так сказать, для российские порты. Хорошо было бы действительно четко встать на такую позицию ленд-лиза, то есть не только Соединенным Штатам, но и Европе, и сказать себе, что давайте дадим оружие. Нельзя дать, все понятно, нельзя дать как бы все оружие, которое есть, необходимо производить оружие, но концепция ленд-лиза, она бы очень здесь хорошо подействовала политически на Кремль. Хорошо было бы действительно очень жестко дальше в течение ближайших 2 лет добиваться того, чтобы банки третьих стран действительно очень четко блокировали бы и останавливали бы российские платежи, особенно во всех сделках, касающихся такой внешней торговли, не касающихся там продуктов, а всего остального, то есть всего, что касается техники, хотя бы в малейшей степени. Вот это все такая большая линия, которая хорошо бы действовала, при этом важно, чтобы действительно и в Черном море, и на Балтике как бы ничего не происходило, так сказать, полезного для Российской Федерации и с Северным морским путем, который должен быть заблокирован. Потому что тогда в любом случае ситуация может прийти только к одному. Очевидно, как итог войны. Не может же быть военного поражения Российской Федерации, это очевидно. А что может быть? Может быть поражение окончательной российской там, политической верхушки, да? Вот этой всей как бы путинской элиты, да? И вот это вело бы к тому, чтобы, да, что она, так сказать, она терпит поражение. И сама, я по-прежнему все равно стою на этом, она сама должна
Значит, эту войну остановить. И остановить ее на таких условиях, которые бы создавали для всей Центральной Европы, для мира и для самой России какие-то перспективы, не говоря уже о том, что эта война должна завершиться точно, справедливо в отношении Украины. На этом надо настаивать бесконечно. И, кстати, возвращаясь к началу разговора, то, как должна закончиться война, нет, я не вижу никакой разницы в позициях республиканской и демократической партии сейчас. Она должна, эта война, закончиться справедливо для Украины, то, как она сама это для себя понимает. Да. Хорошо. И новые посадки замов Шойгу. Что это означает и что будет дальше? У меня такое, знаете, возникает ощущение, что для того, чтобы как-то объяснить, ну, вот эти неудачи на фронте, мы, кстати, по-моему, об этом говорили год назад еще, что это начнется. И вот это началось, но оно не может остановиться, потому что а где же удачи? Где взятый Харьков хотя бы, да, вот Да. знаменитое наступление на Харьков, знаменитое несовершившееся наступление на Сумы, там. И им нужно просто сажать кого-то для того, чтобы объяснять, что, ну вот, а вот тут у нас был вот такой казнократ сидел, который вот именно из-за него была эта проблема. Через месяц приходится находить нового. Правильно я это понимаю или нет? Или это просто зачистка от людей Шойгу? Это зачистка от людей Шойгу. Это следствие глубокого разочарования, мне кажется, Путина Шойгу, потому что Шойгу был долгое время мотором, да, вместе с Чемизовым, как бы они Путину предлагали вот эту всю информацию о том, как Россия может воевать, как она может угрожать всему миру, насколько мощное оружие, там гиперзвуковые ракеты, все это там они бесконечно обсуждали, Путин вникал во все это, киберборьба и так далее, искусственный интеллект, все это было предъявлено Путину, именно Шойгу и как бы его, так сказать, людьми. Война показала, что все это пена в значительной степени, и это раз. Второе, война показала, что имеется какая-то нелояльность. И очень многие в Москве считают, я знаю, что разгром людей вокруг Шойгу – это часть как бы вот этого, часть уверенности Путина, что имелась какая-то попытка заговора по его смещению. Так ли это или нет, мы до конца не знаем, но тем не менее такого рода разгром очень похож на это. Поскольку мало кто верит, глядя на все это, что исключительно из коррупционных соображений Путин может сажать военачальников, которые командуют крупными очень узловыми вещами в ходе этой войны. Так что я думаю, что скоро остановятся эти посадки, которые проводятся. Но вопрос в следующем, что тем не менее никакого военного плана никто не видит, да? Видно, что кремлевцы продолжают писать все в один голос, как бы, что как бы стратегия, там тысячи порезов, там все вот это вот какая-то такая, какие-то узоры на пустоте, то есть на отсутствии какой-то реальной военной стратегии. И, наверное, это отражает какую-то реальность внутри самой военной среды, которая, возможно, и не хочет даже, значит, вот этой какой-то военной оглушительной победы, с которой непонятно, что будет, что дальше надо будет делать. Так что здесь непростая ситуация, на мой взгляд, и надо посмотреть, кто окажется в результате, как бы у Путина, останется ли Герасимов или нет, это тоже большой вопрос, по-прежнему все его задают. Он очень замолк, и мы хорошо видим, что в последнее время никто ничего не показывает. Некоторые пишут о том, что якобы Путин, буквально как Николай II во время Первой мировой войны, как бы вдруг, значит, взял на себя полностью командование, что он сам там теперь как бы тычет пальцем как бы в настольную карту. Мне кажется, что это и раньше так было. Мне кажется, и до снятия Шойгу такая история была. Другое дело, что, конечно, когда у тебя неудачи на фронте, ты должен снимать НГШ, начальника генерального штаба, а не министра обороны. Министр обороны это сугубо поставки, там, не знаю, еды, техники и так далее. Поэтому... Но дело в том, что видно хорошо, что Белоусов, который на замену Шойгу пришел, что он не в состоянии изменить, то есть, так сказать, капуста будет та же самая, попросту говоря, которая поставляется в эти войска, и навести какой-то порядок в этих поставках. Очевидно, что Белоусов не может, будет какая-то риторика вокруг этого, но... Так что здесь дело не в этом. Разгром Шойгу, конечно, политический какой-то момент.
Ну да и в целом видно хорошо, что Путин сейчас, в этом году, он, очевидно, как бы какие-то произвел перестановочки, окружил себя э, давно нам знакомыми, конечно, людьми, они давно на площадке, но, тем не менее, он их приблизил, как бы меняет статусы и берет, так сказать, все более и более лояльных, так сказать, таких себе лично людей, которые готовы с ним пройти оставшиеся вот эти 6 лет, то есть весь путь войны пройти дальше. То есть я думаю, честно говоря, что в кремлевской верхушке довольно много людей, которые хотели бы мирных переговоров. Э, Ну, конечно, на выгодных условиях, все понятно, там на уровне там, какого-то там примерно, или хотели бы остановки военных действий. Но очевидно, что на них Путин смотрит, наверное, как на людей, которые готовы к предательству. Их внимательно слушают. Я думаю, там сейчас такая атмосфера, что понятно, что все прослушивается, и оно и раньше прослушивалось, а теперь как бы оно прослушивается под одним углом, как бы вот этим существенным. А кто э, одобрительно высказывается там, о перспективе прекращения огня, например, просто. Не среди там, условно, там, сторонников Явлинского, понятно, что их всех давно уже и так либо посадили, либо разогнали, выгнали из страны, а кто говорит о перемирии, о временном прекращении огня, например, как бы с симпатией как бы о необходимом, да, и вот этих людей слушают, и из них конструируют как бы искусственным образом заговор. Вот так я себе это вижу. Ну и последний вопрос. Давайте вернемся к Китаю. Кулеба, министр иностранных дел Украины, стал первым высокопоставленным украинским чиновником, кто посетил Китай после начала полномасштабного вторжения 2022 года. Он встретился с главой МИД Китая Вань И. Главной темой стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого справедливого мира. В ведомстве ответили, что Кулеба довел до Вань И последовательную позицию Украины о готовности вести переговорный процесс на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно. Ну, подчеркнул, что пока с российской стороны этого не наблюдается. Кулеба отметил, что Китай незыблемо подтвердил свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Это снимает целый ряд инсинуаций. И что нам не нужно стремиться к временным решениям, а нужно сделать... Вот, он проинформировал о формуле мира, о саммите мира и наших дальнейших шагах. Зеленский отметил после этого, что еще раз подтвердилось то, что говорил ему Си Цзиньпинь, что КНР не будет поставлять оружие. Хотя, конечно, в официальных китайских сообщениях все было достаточно скромнее. Там не говорилось напрямую ни про оружие, не повторялся тезис про уважение территориальной целостности Украины, но они об этом говорили и раньше, еще в 2022 году. Они сразу говорили вот про вот это уважение территориальной целостности, потому что для них это Гонконг и Тайвань. Вот. Но, тем не менее, в пресс-релизе говорилось о том, что хоть условия еще и не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в прекращении огня и возобновлении мирных переговоров, сказал МИД Китая. Что вы можете обо всем этом сказать? Ну, только то, что так все оно и есть. То есть, собственно говоря, китайцы в очередной раз как бы подтвердили, что они, так сказать, за мир, но сейчас нет, еще пока не возникли условия для, так сказать, в Кремле это услышали, конечно, что эта позиция такая. Вот. Что касается, мне показалось, на мой взгляд, как бы, здесь успех украинской дипломатии заключен в следующем, что там есть таких три важных момента. Первое, несомненно, что после визита Кулебова Киев получает возможность в рабочем порядке обращаться к китайским структурам, сообщая конкретные сведения и данные. То есть, как бы, если у вас режим благоприятствования в отношениях какой-то есть, то вы сообщаете конкретные данные, где касающиеся каких-то китайских компаний, которые что-то продают или где-то засветились, или какие-то транзакции. Таким образом, здесь Украина получает возможность, а Украина в сильном положении. Понимаете, тут есть такой тонкий момент. Украина жертва агрессии. Она жертва агрессии и для Китая. И если как бы украинское правительство, так сказать, закрытый доклад отдает китайскому руководству о том, какие китайские компании, где и как обходят санкции, то Китай должен действовать и принимать решения, и будет действовать и принимать решения. Поэтому это очень важный контакт с этой точки зрения. Он позволяет более активно и в целом как бы и всему альянсу поддержки Украины взаимодействовать с Китаем в этом направлении. И там есть еще важный момент, касающийся того, что для Украины важно, чтобы
чтобы Китай не действовал, так сказать, расширяя возможности российского этих финансовых, финансового ухода из-под санкций, вывода капитала. И мне кажется, что здесь вот существенный момент, что если Киев дальше будет в этом направлении действовать, это очень хорошая новость, так сказать, для европейских стран, которые поддерживают Украину, что этот шаг сделан со стороны Киева в отношении Китая. Потому что если, здесь такой подход, что если мы бесконечно все, с одной стороны, постоянно публикуем, так сказать, сообщения, что вот Китай на стороне России, Китай, так сказать, предательски ведет политику, Китай, то мы просто ухудшаем ситуацию. Здесь требуются очень сильные дипломатические шаги, конкретная работа для того, чтобы Китай удерживался в позиции, которая устраивает в отношении этой войны всех нас. Так что я думаю, что это очень хорошая поездка, просто вот и все. Карелия опять размыла очередной Беломорско-Балтийский канал, и пропало уже более 6 человек, и какое-то количество пострадавших. Короче, плотины нет, просто ее просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома снесло вместе с людьми несколько домов. 3 детей без вести, неизвестно пока, информации нет, что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. Опять начались эти наводнения, вы заметили, да, такие же Да. ужасные. Это Ну, связано с тем, что не вкладывается в инфраструктуру, все идет на фронт, ну, с точки зрения финансов, и инфраструктура сыпется и сыпется. Потому что это уже не в одном только, не в одной Карелии. Я за последние дня 4 видела в разных местах аналогичные видео, ужасные. Ну, нет, я так не думаю. Тут, конечно, надо реалистично смотреть. Это природные вещи. Заливал и Прагу, в которой я нахожусь, то есть сейчас уже довольно долго. То есть гигантское подтопление. Дело в том, что... В этом году у вас было такое? Нет, это старое наводнение. Я помню, старое было, да-да-да, я помню эту историю. Экстремальная жара, которая сейчас происходит, конечно, она, так сказать, там может вызвать самые разные следствия и так далее. Так что российская инфраструктура слабая, безусловно, но вот как мы сейчас знаем, прекрасно это искупается тем, что населению все равно. Так сказать, несколько лет назад были гигантские подтопления в Сибири, колоссальные, там смывало, так сказать, целые берега и деревни и на многие километры, гигантские программы восстановления, деньги выплачивались. Так что все это такой как бы процесс, который, ну, в общем, не связан с войной, короче. Понятно. Спасибо большое, Александр. Напоминаю, Спасибо что это был Александр Морозов, политолог и философ. Подписывайтесь на его соцсети, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Смотрите в Телеграме, если вы находитесь в Российской Федерации, у вас уже началось замедление Ютуба. И увидимся завтра. Спасибо, Александр. До свидания. До свидания. Спасибо.